Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Убийство Стейси Фалькон Дьюи и ее трехлетнего сына Джейкоба. 23 октября 1994 года. Стаут-Бенд, округ Пасифик, штат Вашингтон, США. Звук был едва слышен, маленький стук, как вспоминает Виана Фалькон, достаточно громкий, чтобы навострить уши и заставить проверить входную дверь. 47-летняя женщина не ждала никого в тот день, когда на пороге ее дома появился неожиданный гость – трехлетний Джейкоб Дьюи. Стейси Фалькон Дьюи и ее бойфренд Рич Музга припарковали коричневый Бьюик в соседнем квартале и спрятались в кустах, пока малыш стучался в дверь бабушки. Двухчасовая поездка из их квартиры в Рентоне на юго-запад Вашингтона была необычной. Их неожиданный визит в тот день был достаточным поводом для праздника. Это был 23-й день рождения Стейси. В течение следующих нескольких часов Виана чествовала свою дочь. Стейси заняла хорошее место в жизни, считала ее мать. Виана отвела пару в местный бар, где они выпили по стаканчику и сыграли несколько партий в бильярд, а маленький Джейкоб пообщался со своей двоюродной бабушкой Фрэнки. В тот день Виана намеренно пропустила несколько шаров, оставив бильярдные шары на столе для Стейси. Позже, когда неожиданные гости забрались в Бьюик и отправились домой, маленький Джейкоб устремил свой взгляд на бабушку. Его глаза сказали ей, что он хочет остаться. Это было последним взглядом, который запомнила Виана. Ранним утром 28 октября 1994 года разносчик газеты Seattle Times отправился в путь. Вдоль небольшой тупиковой дороги, обсаженной деревьями, он увидел машину с открытыми дверями. Он остановился и обнаружил тела молодой девушки и маленького ребенка. Мужчина немедленно набрал 911. Они лежали там полностью одетые, прижавшись друг к другу в темноте. Рядом с их телами был припаркован коричневый четырехдверный Бьюик. Их обувь, 3 белые пуговицы, коричневая перчатка и свернутые полоски упаковочной ленты лежали среди десятков вещей, разбросанных вокруг машины. Диспетчеры передали вызов на 55-ю Южную улицу, к западу от Талбот Роуд Стаут, чуть позже 3:30 утра. Один из патрульных офицеров, прибывший первым, сделал фотографии в ожидании детективов. Когда начался дождь, он и еще один офицер натянули брезент на тела и часть машины. Грег Уилсон появился в 5:15 утра, став первым детективом на месте преступления. В свои 33 года он был относительно молодым следователем, чей опыт работы был в основном связан с запрещенными веществами, а не с убийствами. Увидев мать с ребенком, Грег Уилсон подумал о своих маленьких детях. «Это была травмирующая сцена», — сказал он позже. «Такое не забывается». Через некоторое время прибыл детектив Боб Лейерл. В свои 59 лет бывший морской пехотинец уже отработал 26 лет. В основном в качестве патрульного полицейского. Но последние 6 лет он работал детективом по преступлениям против личности, занимаясь в основном грабежами и нападениями. Почти 10 месяцев до 1994 года в Рентоне не было ни одного убийства. Сегодня их было 2. Боб Лейерл был назначен ведущим детективом. Пока детективы осматривали место преступления, соседи из близлежащих домов рассказали полиции, что проснулись от выстрелов и женского крика около 2 часов 11 ночи, но снова легли спать,
решив, что это подростки-тусовщики, которые часто бродят по уединенной дороге. С пассажирской стороны машины земля казалась вытоптанной. Но зачем нужно было убивать их? Кто они и что могло послужить мотивом? Девушка была одета, без видимых признаков надругательств. Ее украшения и сумочка были на месте. По крайней мере, водительские права, найденные в бумажнике, частично разгадали загадку. Девушку звали Стейси Фалькон Дьюи, а ее квартира находилась всего в нескольких минутах езды от места преступления. 28 октября 1994 года. Кент, штат Вашингтон, США. 7 минут езды до квартиры на Ист-Хилл привели детектива Боба Лейерла на юго-восток вдоль полосы фастфудов, автозаправок и малобюджетных квартир, где пригород Рентона, принадлежащий рабочему классу, превращается в Кент. Квартира Стейси в Бенсон-Виллидж была пуста, и ничего не казалось необычным. Но вскоре Боб собрал о девушке больше подробностей. У нее был 3-летний сын Джейкоб, и она работала официанткой в HD Hotspurs, ресторан и ночной клуб в Кенте. Девушка рассталась со своим мужем, Джоном Дьюи, около 2 лет назад. В последнее время Стейси и ее сын ночевали у ее последнего бойфренда, Рича Музги. «Каждый раз, когда убивают молодую женщину, — говорил позже Боб Лейерл, — первое, на что вы обращаете внимание, это ее муж или бойфренд». Детективы выследили Джона Дьюи и Рича Музгу, оба мужчины, каждому из которых было около 20 лет, согласились поговорить и пройти тест на детекторе лжи. Результаты оказались неубедительными, но у обоих было алиби, которое детективы сочли правдоподобным. Джон Дьюи сказал детективам, что накануне вечером он выпивал с другом, а затем вернулся домой, чтобы поиграть в бильярд со своим соседом, после чего отключился. Детективы были настроены скептически и надавили на него. Когда они спросили, кто мог навредить Стейси, Джон назвал имя знакомого дебошира и местного торговца травкой, просто размышляя вслух, хватаясь за соломинку. «Полицейские просто продолжали работать со мной», — сказал он позже. «Я рассказал им все, что знал. Я был опустошен». Рич Музга сообщил детективам, что Стейси отдыхала с друзьями в свой выходной, в то время как он тусовался в местной таверне. По его словам, он вернулся в квартиру и завалился спать, планируя встретиться с ней, когда она вернется домой тем же вечером. Но она и Джейкоб так и не появились. Детективы также следили и за другим возможным подозреваемым. Незадолго до того, как были найдены тела, неуправляемый молодой человек в запятнанной красной рубашке появился в приемном покое медицинского центра Valley Medical Center, расположенного в 12 кварталах от места преступления. Полиция попросила персонал больницы оставить одежду этого человека. Позже детективы выписали ордер, и как только подозреваемый покинул больницу, они проследили за ним до продуктового магазина и арестовали его. Но после того, как объяснение мужчины о том, что он подрался с подругой, подтвердилось, эта версия тоже оказалась тупиковой. 28 октября 1994 года. Рентон. Джефф Берт, дотошный старший заместитель прокурора округа Кинг, был известен тем, что занимался самыми громкими убийствами. Следователи быстро ознакомили Джеффа Берда с уликами на месте преступления и хронологией последних часов жизни Стейси и ее сына, составленной из опросов друзей, няни и других свидетелей. Детективы выяснили, что Стейси отвезла Джейкоба в квартиру няни, затем приехала в HD Hotspurs в 9:30 вечера и пробыла там с друзьями в течение часа. Затем она посетила еще 2 клуба в Оберне, покинув последний около часа ночи, чтобы забрать сына. По дороге к няне Стейси остановилась, чтобы купить вяленой говядины в магазине 7-Eleven, где видеозапись с камер наблюдения запечатлела ее с неизвестным светлокожим мужчиной примерно в 1:20 ночи. 15 минут спустя Стейси приехала в апартаменты Кентон-Ридж и забрала сына от няни по имени Джанел Энквист. Когда-то Стейси жила в том же многоквартирном комплексе, но, услышав однажды ночью стрельбу, Рич Музга предложил ей ночевать у него, пока она и Джейкоб не найдут более безопасное место. Но даже после инцидента со стрельбой Стейси продолжала полагаться на няню. В 1:45 ночи Стейси с сыном покинула квартиру няни,
Вернувшись на место преступления, детективы закончили обработку улик. Среди вещей они обнаружили бумажный пакет с вяленой говядиной и мобильный телефон Стейси. Телефонные записи показали, что за несколько часов до убийства Стейси получила входящий звонок. Звонок был сделан с номера, который отследили до мужчины из Де-Мойна. Его звали Скотт Холм. 28 октября 1994 года. Саут-Бенд. Виана Фалькон принимала заказы в Donna's Espresso and Cafe. В пятницу утром на завтрак собралось много народу. В кафе уже расположились завсегдатаи и члены местного кофейного клуба, когда в дверях показался шеф полиции Саут-Бенда. «Мне нужно поговорить с вами наедине». «Что все это значит?» – недоумевала Вианна. Они вышли в коридор. «Ваша дочь и ваш внук были убиты этой ночью». «Что?» «Они оба мертвы». В тот момент все вокруг словно замерло, и где-то в глубине души Вианна услышала свой крик. Она поняла, что ненавидит шефа полиции за то, как прямолинейно он сообщил ей об этом. Через 6 кварталов у заколоченного магазина она остановилась. На площадке за зданием, где ее никто не мог видеть, она закричала, а потом упала и зарыдала. «Когда мы исключили Джона Дьюи и Рича Музгу», вспоминает детектив Боб Лейрл, казалось, нам не на ком было остановиться. Но как насчет Скотта Холма, человек, который звонил Стейси за несколько часов до ее убийства? 27-летний Скотт Холм вызвался поговорить с детективами. Он рассказал им, что в то время, когда были убиты Стейси и Джейкоб, он был дома с женой в соседнем городе Де-Мойн. Скотт признался, что изменял жене, случайно встретившись со Стейси несколькими месяцами ранее. Когда Стейси узнала об этом, она перестала с ним встречаться. Тем не менее, они поддерживали дружеские отношения, даже когда ее отношения с Ричем Музгой стали более серьезными. Когда детективы проверили алиби Скотта, оно вроде бы подтвердилось, но через несколько дней, 8 ноября 1994 года, Боб Лейрл и Грег Уилсон начали сомневаться. Сомнения появились после того, как было обнаружено еще одно тело, на этот раз в Такоме. Угадайте, как звали погибшего. Его звали Скотт Холм. Подозревать всех. 2 ноября 1994 года. В тот день скорбящие заполнили баптистскую церковь. Во время поминальной службы Вианна и ее семья сидели в первом ряду. Они были в трауре, но в то же время были начеку. Детективы предупреждали Вианну и ее родственников, что преступник может появиться на похоронах. Детективы тоже планировали посетить службу, в штатском, на всякий случай. В течение нескольких часов они сидели у церкви в припаркованном неподалеку фургоне без опознавательных знаков, фотографируя каждого входящего и выходящего человека. Они также предупредили Вианну, чтобы она остерегалась незнакомцев или тех, от кого исходят дурные намерения. Несколькими днями ранее в полицейском управлении Рентона детективы спросили Вианну, знает ли она, были ли у Стейси враги. Вианна не смогла вспомнить ни одного, но упомянула, что у ее дочери когда-то был старший друг, который попал в беду из-за запрещенных веществ. Стейси однажды навещала его в государственной тюрьме в Монро. Вианна также задалась вопросом, мог ли преступник принять Стейси за кого-то другого. Она рассказала детективам, что у Стейси была двоюродная сестра, миниатюрная брюнетка примерно того же возраста. У кузины были проблемы с запрещенными веществами. Она бегала с плохой компанией и иногда одалживала Бьюик Стейси. Следователи сделали несколько записей, но, похоже, не особо отреагировали на предположения Вианны. После панихиды Вианна и члены ее семьи выстроились в очередь, чтобы поблагодарить пришедших. Вианна заставляла себя смотреть в глаза каждому, кто к ней обращался. Одного молодого человека она не узнала. Его вид заставил ее нервничать. Когда наконец подошла его очередь пожать ей руку, она почувствовала, как по позвоночнику пробежал холодок. «Неужели это он? Вот что я думала», — вспоминала Вианна. «Я подозревала всех». Выяснение того, кто убил Скотта Холма, не заняло много времени.
Вскоре после обнаружения его тела детективы явились в дом его брата-близнеца Марка. «Когда вы в последний раз видели Скотта?» «Днем раньше», — сказал Марк Холм. Незадолго до того, как он отправился к Винсенту, чтобы получить долг в $1000. Недавно братья открыли бизнес по ремонту автомобилей, и Скотт установил 4 сабвуфера в джип Винса. Прошло 3 дня, а Винс все еще не заплатил за дорогие колонки. Марк беспокоился, что друг Скотта использует их в своих интересах. Из записи телефонных разговоров следователи также узнали, что Скотт Холм трижды звонил Винсенту Вилдсу в день своего убийства. Вскоре детективы обнаружили, что с карты Скотта было снято более $2000 в мебельном магазине и других торговых точках вскоре после обнаружения его тела. Работники магазина по фотографии опознали Винса Филдса как человека, совершившего эти покупки. 17 ноября 1994 года полиция арестовала мужчину в его квартире в Федерал Уэй. Позже он отрицал убийство Скотта, утверждая, что тот не явился на запланированную встречу. Но пока мужчина находился под стражей, детективы отдельно допросили его подругу. Она рассказала, что ее не было дома большую часть дня, а когда она вернулась, то обнаружила красные пятна на ковре. Винс объяснил ей, что поссорился со Скоттом. На следующий день пара избавилась от испачканной мебели, а Винс привез новую, купленную по кредитной карте Скотта. Полиция обнаружила кровь в квартире. Они также нашли пакетики с запрещенными веществами. Вскоре прокуроры предъявили Винсу Филдсу обвинения в убийстве первой степени, краже и 2 преступлениях, связанных с запрещенными веществами. Вскоре детектив Грег Уилсон нанес визит в тюрьму, где Винс содержался в ожидании суда. Детектив хотел узнать, что ему известно об отношениях Скотта и Стейси. В середине июня 1995 года, за 2 месяца до суда, адвокаты Винса разработали новую стратегию защиты. Мужчина должен признать, что убил Скотта, но в целях самообороны. Он мне рассказал о том, что его допрашивали по поводу смерти девушки в Рентоне. Она угрожала ему и хотела рассказать всю правду его жене, а также сообщить полиции о торговле запрещенными веществами. Понимаете, Скотт Холм рассматривал девушку как угрозу и сделал бы все, чтобы защитить себя. Новые утверждения неожиданно вдохнули новую жизнь в расследование двойного убийства в Рентоне. Но Грег Уилсон не верил в эту историю. Во-первых, доверие к Винсу было сомнительным. Он был наркодилером, имевшим судимость за незаконный оборот запрещенных веществ. Он также был связан с членами банды Крипс из своего родного города Комптон. Он мог выдумать эту историю, чтобы смягчить последствия, которые ему грозили за убийство, подумал Грег Уилсон. Или он мог говорить правду. Как бы то ни было, эти заявления стали самой горячей зацепкой для детективов Рентона в попытке выяснить, кто убил Стейси и Джейкоба. Винс Филдс придерживался своей версии о самообороне до конца судебного процесса, и это принесло свои плоды. 9 августа 1995 года присяжные признали его виновным в убийстве второй степени. Этот вердикт избавил мужчину от возможного пожизненного заключения или еще худшего наказания. Заявления Винса также подтолкнули детектива Грега Уилсона к тому, чтобы перепроверить Скотта Холма как подозреваемого в убийстве Стейси и Джейкоба. Когда детектив беседовал со Скоттом через несколько дней после двойного убийства, казалось, что у него есть надежное алиби. Он был со своей женой, которая подтвердила его слова. Но Грегу Уилсону показалось, что Скотт выглядел нервным. Он снова допросил Винса Филдса, но в отличие от прежних показаний, данных на суде, Грег заметил, что Винс немного изменил свой рассказ. Детектив снова задался вопросом, не выдумал ли Винс эту историю. Грег Уилсон попросил мужчину пройти полиграф. Осужденный согласился и прошел. После этого Грег Уилсон вернулся назад, пытаясь глубже докопаться до отношений Скотта и Стейси. Друг Стейси рассказал детективу, что Скотту, похоже, нравилось, что Стейси была рядом с ним в качестве экспоната. Тем не менее, несмотря на то, что они расстались, Стейси позвонила Скотту из любопытства в ночь перед убийством. «Скотт перезвонил Стейси через несколько часов», — сказал друг, но Стейси не подавала никаких признаков того, что планирует с ним встретиться.
Был ли Скотт Холм тем человеком, который был запечатлен вместе со Стейси на видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине? Детективы не смогли определить это по зернистым кадрам, а судебно-медицинская экспертиза вяленой говядины, купленной в магазине и найденной рядом с телами Стейси и Джейкоба, смогла с уверенностью связать ее только со Стейси. Грег Уилсон позвонил Марку Холму и спросил, что ему известно. Тот ответил детективу, что он также в неведении относительно этих отношений. По его словам, они с братом познакомились со Стейси в одно и то же время, весной 1994 года, когда она обслуживала их в ресторане в Кенте. Но Марк сказал, что его женатый брат Скотт никогда не говорил ему, что начал встречаться со Стейси. Он узнал об этом только после ее смерти. Марк Холм также отрицал, что Скотт торговал чем-то запрещенным. Он утверждал, что Винс Филдс – закоренелый преступник, вероятно, убил Стейси и придумал всю эту историю, чтобы свалить ее на Скотта. Когда приближалась годовщина убийства Стейси и Джейкоба, у Грега Уилсона все еще не было ответов на вопросы. Но у Грега Уилсона было не так много времени для того, чтобы продолжить поиск версий по этому делу. Через 16 дней после публикации статьи в новостях полиция Рентона столкнулась с другим делом о двойном убийстве. Грег Уилсон был в числе дюжины детективов, которым поручили расследовать убийство 39-летней матери и ее маленькой дочери в квартире на Рейтон-Хайлендс. Эти убийства были в числе 8 убийств, которыми занимался отдел детективов в 1995 году. Дело Стейси и Джейкоба было отодвинуто на второй план, так как детективы работали над более свежими делами, с более свежими зацепками. Затем, чуть больше чем через год, пламя, которое еще горело в этом деле, погасло, когда два детектива, ведущие расследование по этому делу, навсегда покинули департамент Рентона. В середине июля 2001 года поступил сигнал от употребляющего человека, находящегося в тюрьме. Этот человек, которому грозили многочисленные уголовные обвинения, предложил рассказать властям все, что он слышал о двойном убийстве в Рентоне 7 годами ранее. Дело Стейси и Джейкоба было отложено на долгие годы, после того, как детективы, которые вели расследование, уволились из отдела. Грег Уилсон 5 лет назад устроился на работу в полицейское управление федерального Уэя. Боб Лейерл вышел на пенсию через несколько месяцев после ухода Уилсона. Рик Кросс, давний патрульный офицер из Рентона, который натягивал брезент, стал детективом и был назначен проверить наводку заключенного. Рик Кросс связался с Грегом Уилсоном и Джеффом Бердом, чтобы ознакомиться с деталями. Они согласились присоединиться к нему в тюрьме, когда он будет опрашивать информатора. 18 июля 2001 года информатор рассказал детективам, что несколькими годами ранее торговец по имени Чарльз Кейси Шарп пошутил с ним о том, что в последний раз кто-то настучал на него. Информатор утверждал, что Кейси застрелил этого человека и выбросил на дорогу. Он не знал имя этого человека, но упомянул, что он также застрелил ее ребенка. Ходили слухи, что это Стейси сообщила полиции о Шарпе, что привело к его аресту и тюремному заключению. Рик Кросс проверил судебные записи и обнаружил, что Чарльз Шарп признал себя виновным в хранении наркотиков в 1994 году и отбыл срок. Затем детектив просмотрел журнал регистрации улик по убийствам Стейси и Джейкоба, ища предметы, которые могли содержать генетический материал. На следующий день после беседы с информатором Рик Кросс передал перчатку и свернутые полоски упаковочной ленты, найденные на месте преступления, а также медицинские мазки, взятые во время вскрытия Стейси, в криминалистическую лабораторию штата для анализа ДНК. За 7 лет, прошедших после убийств Стейси и Джейкоба, наука о ДНК значительно продвинулась вперед. За 29-летнюю полицейскую карьеру Боба Лейерла он использовал доказательства ДНК всего один раз, но проведение анализа требовало много месяцев кропотливой работы, а его стоимость была огромной – около $10 тысяч. ФБР развернула новую автоматизированную систему CODIS для подключения криминалистических лабораторий по всей стране. Более быстрые и мощные методы анализа ДНК позволили криминалистам помогать в раскрытии дел, как никогда раньше. Множество других запросов на проведение анализа ДНК привели к тому, что Рику Кроссу пришлось ждать результатов более года. Наконец, 25 сентября 2002 года ему позвонили.
Государственный судебно-медицинский эксперт Джоди Сасс сообщила детективу, что она извлекла семя из мозга из ротовой полости Стейси и использовала его для создания ДНК-профиля неизвестного подозреваемого. В лаборатории его проверили по базе данных ДНК-профилей преступников в Вашингтоне. Было найдено совпадение, но не с Чарльзом Шарпом. У Джерома Джонса была длинная судимость, связанная с запрещенными веществами и убийствами. Он вырос в окрестностях Комптона, штат Калифорния, и во время крэк-кокаинового взрыва 1980-х годов бегал с уличной бандой Крипс. В 1986 году, в возрасте 16 лет, бродячий пес, как его называли на улице, уже получил свою первую судимость за попытку ограбления. К 18 годам он отбывал срок в калифорнийской тюрьме за угон автомобиля и убийство человека. 3 года спустя, после условно-досрочного освобождения, Джонс ограбил грузовик с продуктами, угрожая оружием, и был снова отправлен в тюрьму еще на год. Его первый арест в Вашингтоне произошел через 4 месяца после освобождения из калифорнийской тюрьмы в 1993 году. Полиция Сиэтла преследовала Джонса после того, как он сбежал с места дорожной остановки августовской ночью в центральном районе. Убегая, Джонс выбросил синюю бандану и пакет с 12 граммами крэк-кокаина. Джонс отбыл свой 2-месячный срок в тюрьме округа Кинг по обвинению в тяжком преступлении, связанном с наркотиками, сразу после Рождества 1993 года. 10 месяцев спустя, когда детективы начали расследовать двойное убийство матери и ее сына в Рентоне, имя Джонса даже не мелькнуло на их экранах радаров. Это имя нельзя было найти ни на одном клочке бумаги среди папок с делами, содержащих списки потенциальных и разрозненных подозреваемых. От бывшего мужа Стейси до бывшего преступника, который жил в квартире, где их видели в последний раз. И вдруг, 8 лет спустя, результат анализа ДНК взорвал месяцы кропотливой работы детективов и теоретиков. Следователи были ошеломлены. Они преследовали столько наводок, спускались в одну кроличью нору за другой, чтобы в конце концов выйти на то, что казалось правдоподобной теорией и реальным подозреваемым – Скотт Холм. Крупицы улик, тщательно собранных и зарегистрированных в 1994 году, когда наука о ДНК еще не была столь развита, вдруг приобрели новое значение. Совпадение ДНК не означало, что Джером Джонс виновен в убийстве Стейси и Джейкоба, но это была новая поразительная зацепка. Ты просто хватаешься за все, надеясь, может быть, когда-нибудь. И, к счастью для нас, этот день настал, сказал Рик Кросс. Поскольку у нас не было никакой связи с Джеромом, я имею в виду, что наука, конечно, существует, но мы должны были объяснить, как этот парень встретил ее. Детектив выяснил биографию Джонса, снова вернулся к инвентаризации улик и передал в лабораторию еще несколько предметов на анализ. Через неделю после того, как ДНК связала Джерома Джонса со Стейси, Рик Кросс узнал, что Джером Джонс сидит в тюрьме в Калифорнии. 3 годами ранее он и его сообщник были осуждены за убийство в 1995 году Грегори Хэбдена, бизнесмена из Ирвайна и отца 2 маленьких детей. Джером Джонс уже отбыл почти 4 года из 56-летнего срока за убийство, когда в конце 2002 года холодный анализ ДНК связал его с телом Стейси. В ноябре 2002 года Рик Кросс вылетел в Калифорнию, чтобы выяснить подробности. «Нет, нет, нет», — ответил Джером Джонс. Затем Джером Джонс решительно сказал: «Я не общаюсь с распутными девками». Джонс не хотел больше разговаривать. Он позвал охранника, чтобы тот отвел его обратно в камеру. Категорическое отрицание Джонса только укрепило их дело. Джером Джонс снова и снова утверждал, что не знал Стейси и даже не встречался с ней. Но наука доказала обратное. Вернувшись в Рентон, Рик Кросс переключил свое внимание на то, чтобы связать концы с концами в давно остывшем деле, которое теперь раскалилось до бела. Один за другим он пытался устранить других потенциальных подозреваемых, используя ДНК, тесты на детекторе лжи или и то, и другое.
детектив без предупреждения явился в дом Джона Дьюи, который к тому времени снова женился и обзавелся детьми. Он просто сказал мне: «У нас теперь есть эта штука, ДНК, и она раскрывает множество дел. Нам просто нужно исключить вас». Моя жена отвела детей к маме, а я позволил ему взять мазок с моих щек. Рич Музга также дал образец ДНК. Свидетели подтвердили его алиби, и он прошел вторую проверку на детекторе лжи. Незадолго до Рождества 2002 года Рик Кросс вместе с Джеффом Бердом и Грегом Уилсоном отправился в исправительный центр Стаффорд-Крик, расположенный недалеко от Абердина. Там они снова допрашивали Винсента Филдса, человека, осужденного за убийство Скотта Холма. К тому времени утверждения Винса Филдса стали более сомнительными. Он выиграл апелляцию на новый судебный процесс 3 годами ранее, но его снова признали виновным в убийстве Скотта Холма и отправили обратно в тюрьму. Рик Кросс также попросил ученых провести анализ ДНК Скотта Холма по уликам места преступления, но совпадений не было. Во время допроса Винс Филдс сказал, что он вырос в Комптоне и знал членов банды Крипс, но он не выделил Джерома Джонса на фотографии как человека, которого он узнал. «Мне показалось, что Винсент Филдс не знал Джерома Джонса», написал Рик Кросс в своих записях по делу. Рик Кросс также узнал о другом деле об убийстве, в котором детективы округа Кинг подозревали бывшую подругу Джерома Джонса. В этом деле использовался пистолет того же калибра, что и в убийствах Стейси и Джейкоба. Мог ли один и тот же пистолет быть использован для обоих убийств? Рик Кросс попросил сравнить гильзы из обоих дел и предоставил больше улик с места преступления в Рентоне для анализа ДНК. Большинство тестов не дали ничего полезного. Но в срезах ногтей с правой руки Стейси было найдено больше ДНК, связанной с Джеромом Джонсом. Это совпадение и предыдущее, взятое из мазка из ротовой полости Стейси, оказались надежными. В обоих тестах генетический профиль Джонса со статистической достоверностью совпадал с ДНК, оставленной на теле Стейси. Следующие несколько месяцев Рик Кросс разыскивал жителей апартаментов Кентон-Ридж, несколько из которых опознали Джонса. Он жил с пожилой женщиной и 2 детьми в этом комплексе в 1994 году, когда были убиты Стейси и Джейкоб. Джером Джонс любил играть в бильярд и всегда держал пистолет на поясе. Один из бывших жителей вспомнил, что однажды видел, как Стейси общалась с Джонсом и его знакомыми, а другой человек вспомнил, что Джером Джонс общался с мужчиной по имени Клайд, из квартиры которого хорошо просматривалась площадка, где Стейси парковалась, когда забирала Джейкоба от няни. Теперь у Рика Кросса была ДНК подозреваемого на месте преступления, а также отрицание Джонсом того, что он когда-либо встречался со Стейси. У него были свидетели, видевшие Джонса в том самом жилом комплексе, где Стейси и Джейкоба видели незадолго до их смерти. А еще Джером Джонс совершил убийство несколькими месяцами позже, имевшее ключевое сходство. Жертва была связана, а затем застрелена. К апрелю 2004 года Рик Кросс был готов передать дело в прокуратуру. Оставалось только одно. Джефф Берд и прокурор хотели, чтобы государственные судебные экспертизы выполнили еще одно задание. Как выяснилось, эта просьба затянула дело на годы. Прокуроры округа Кинг предъявляли обвинения по делам, основанным и на меньшем количестве улик, чем те, которые детектив полиции Рентона Рик Кросс собрал на Джерома Джонса. В 1994 году следователи скрупулезно документировали разросшиеся улики на месте преступления, делая все необходимые замеры вручную. Судебно-медицинскому эксперту было поручено на основе этих улик реконструировать место преступления и установить вероятную последовательность событий во время убийства. Но по какой-то причине эта работа не была выполнена, и прокуроры не были вызваны на место преступления, чтобы лично ознакомиться с массивом улик, как это было в более поздних делах под руководством Джеффа Берда. Десятилетия спустя, когда следователи регулярно использовали специализированное программное обеспечение для реконструкции мест преступлений в ярких деталях, Джефф Берд захотел получить обновленную последовательность действий, чтобы показать, как разворачивались убийства.
В электронном письме от июля 2004 года Джефф Берт отметил криминалисту Киму Дадди, что криминалистическая лаборатория уже помогла установить личность подозреваемого с помощью совпадения ДНК. Далее Джефф Берт пояснил, что он хотел бы, чтобы реконструкция сосредоточилась на следующем вопросе. Убил ли ее и ее ребенка тот же человек, чья ДНК была найдена в теле Стейси? Поскольку семя было извлечено из рта Стейси, где оно не задержалось бы надолго у живого человека, отметил Джефф Берт, ответ на этот вопрос может частично зависеть от продолжительности времени, которое преступник провел со своими жертвами. Рик Кросс не считал, что реконструкция необходима, но он уважал ум и опыт Джеффа Берда и не стал возражать. Лаборатория, скорее всего, справится с задачей за несколько недель, думал Рик Кросс, а затем прокуроры примут решение о предъявлении обвинения. Примерно в конце 2004 года Рик Кросс перешел из отдела детективов в патруль, получив работу с постоянным графиком. Реконструкция места преступления все еще не была завершена. Дело снова было отложено. Это было в начале января 2007 года. К тому времени прошло почти 2,5 года с тех пор, как прокурор попросил криминалистическую лабораторию штата провести реконструкцию места преступления по старому делу о двойном убийстве. Но прошло еще 1,5 года, прежде чем Ким Дадди наконец смог добиться от другого прокурора, Донны Уайс, обсуждения этого дела. В переписке с Донной Уайс по электронной почте Ким Дадди предложил провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу улик, отметив, что, скорее всего, необходимо будет вернуться к машине, чтобы собрать образцы красных пятен, которые сейчас можно проанализировать, а в 1994 году нельзя было. Но к тому времени Бьюик Стейси был возвращен ее семье, а ее дядя избавился от машины с запятнанными красными сиденьями несколько лет назад. В августе 2008 года, когда Ким Дадди наконец встретилась с Донной Уайс и Джеффом Бердом лично, детективы из Рентона, приглашенные на встречу, не явились по причинам, не объясненным в электронных письмах. Прошел еще месяц, прежде чем Ким Дадди и Донна Уайс наконец связались с Риком Кроссом, бывшим детективом, который к тому времени уже 4 года как не имел отношения к этому делу. Тем не менее, Рик Кросс, работавший тогда в патрульной службе, согласился рассказать им подробности дела и предоставил Донне Уайс различные записи. Другой детектив из Рентона также согласился составить обновленную схему места преступления на основе оригинальных записей и измерений. Но через несколько месяцев дело снова замяли. Прошло почти 5 лет с тех пор, как Джефф Берт впервые попросил провести реконструкцию места преступления. Дело откладывалось, открывалось, дважды перепоручалось и в конце концов вернулось к нему. Ее отчим умер первым, в 2006 году. Ее мать последовала за ним 2 годами позже. Ни один из родителей Вианны Фалькон не увидел, как убийца их внучки и правнука предстал перед судом. Прошли годы с тех пор, как ДНК связала Джерома Джонса с телом Стейси. Прорыв, о котором Вианне ничего не сказали. Более того, она годами ничего не слышала от детектива Френтона. Вианна была уверена, что власти удовлетворились тем, что повесили убийство на мертвого человека, Скотта Холма. Вместо этого Вианна и ее младшая сестра Фрэнки продолжали копать. Помимо мамы и брата, Стейси была ближе всех к своей тете Фрэнки. За несколько месяцев до ее смерти, когда Стейси навещала свою мать в Саут-Бенде, она всегда сначала заходила в дом тети. Они вместе играли в бильярд и делились подробностями своей жизни. Убийства травмировали Фрэнки и ее дочь Кристал, которая обожала Джейкоба. После смерти кузена девочка провела несколько месяцев на консультации. Спустя годы Фрэнки казалась такой же одержимой идеей найти преступника, как и Вианна. Когда Фрэнки умерла от сердечной недостаточности в 2017 году, Вианна потеряла не только младшую сестру, но и самого сильного союзника в поисках ответов. Она также потеряла почти всякую надежду когда-либо узнать, что произошло на самом деле. Все 3 детектива, которые работали над этим делом дольше всех, сказали по отдельности,
что они не понимают, почему прокуроры не предъявили обвинение Джерому Джонсу. «Улик достаточно, чтобы обвинить этого человека в двойном убийстве», — сказал Грег Уилсон. Так почему же этого не произошло? Одной из причин может быть то, что Джером Джонс уже отбывает наказание в другом штате. «Это всегда сводится к деньгам», — сказал Рик Кросс. «Как я уже сказал, прокуроры не обязаны выдавать его прямо сейчас. Это будет стоить им некоторого времени, усилий и ресурсов. Поэтому, было сказано, давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет». У Джона Стернса также была история преступлений против женщин, что помогло склонить чашу весов в сторону обвинительного решения. Каждый случай – это отдельная вселенная, требующая уникального анализа. Сам факт того, что ДНК связывает подозреваемого с жертвой, не означает, что дело будет выиграно, сказал Джефф Берт. Мы должны доказать эти вещи вне всяких разумных сомнений, и мы должны предъявить обвинение тому, кто совершил преступление. 49-летний Джером Джонс находился в тюрьме Калифорнии. Он имеет право на условно-досрочное освобождение в 2030 году. Пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений штата Вашингтон сообщила, что ведомство не обращалось с просьбой задержать Джонса. «Даже при наличии доказательств ДНК мы никогда не хотели, чтобы дело так долго тянулось», — сказал Грег Уилсон. «Чем дольше тянется дело, тем сложнее его раскрыть. Воспоминания стираются, свидетели исчезают, люди умирают». И люди умерли. Среди них няня Джейкоба, 2 детектива из Рентона, которые работали над частью дела, и один из свидетелей, который давал показания о Джероме Джонсе. Все они были живы, когда Рик Кросс завершил работу над делом и готовился представить его для предъявления обвинений в 2004 году. И когда Джефф Берт в последний раз прикоснулся к этому делу, он сказал: «Представляете, я до сих пор не видел реконструкцию, место преступления». Виана Фалькон украсила надгробие воздушным шаром в виде бабочки, привязанным к весеннему букету в скромной вазе. Сегодня Джейкобу исполнилось бы 28 лет, но ему вечно 3 года. Она посещала этот тихий уголок кладбища на склоне холма почти на каждый день рождения Стейси и Джейкоба за последние четверть века. Она бывала здесь столько раз, что, закрыв глаза, могла видеть серое надгробие, где покоится их прах, дерево и восходящее солнце, и выгравированные над их именами слова «вместе навсегда». По крайней мере, сейчас лица, которые долгое время преследовали Вианну во сне, лица тех, кого она подозревала, исчезли из ее снов. «Знать его имя – это такое облегчение», – сказала она. «Это дает мне надежду и снимает стресс, как будто с меня сняли большой груз». Но там, где раньше жила безнадежность, появляется новое чувство. «На смену приходит гнев», – сказала она. По словам Вианны, он возникает от постоянной потребности в ответах, но теперь на другие вопросы. Если это он, то почему он это сделал и почему его не привлекли к ответственности? Когда я смогу посмотреть ему в глаза? Только лишь в декабре 2021 года полиция снова проверяла улики. Они взяли мазок из генетического пятна на пальто Джейкоба. Анализ ДНК снова привел к Джерому Джонсу. В феврале 2022 года Джерому Джонсу было предъявлено обвинение в убийстве Стейси Фалькон Дьюи и Джейкоба Дьюи. Остаются вопросы после всей этой истории. Почему расследование затянулось на столь долгие годы? Почему он убил именно ее и ни в чем не повинного ребенка? Как пережили все эти годы близкие, не зная, кто настоящий убийца их родных? Пишите ваше мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами.
Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.